Всем привет! Сегодня мы займемся очень интересной историей. Первый раз в жизни самостоятельно будем чистить зубы, вы знаете кому, маленькому дрозду. Смотрите, что купили, пасту, очень дешевая, она есть разная, вот это вот стоит 80 рублей. Вот. Значит, применение у нее мы прочитали на тюбике. Можно чистым пальцем, либо ватной палочкой, мы подготовили ватную палочку. Вот оно, первое знакомство с пастой. Вроде не убегает. Нужно будет, там написано, прям нанести на внешнюю часть зубов или хорошо бы на внутреннюю. Но я считаю, что надо было дописать, и если повезет, на внутреннюю. Но там зубов, если честно, у нас 4 штуки. У нас с рождения, кстати, мало зубов. Ребят, напишите, у вашей собаки тоже такая история, что есть ощущение, как будто у нее меньше зубов, чем нужно? Я думала, будет хуже, потому что она будет вообще агриться. Вот такие зубы, видели у нас? Кривые. Вы знаете, желтые стали зубы, но и все-таки чуть больше 6 лет. Вот. И пастой нужно это чистить раз-два в неделю. Но я думаю, что это первый и последний раз, потому что теперь она знает, что это такое, и уже не даст в следующий раз нам почистить зубы. Анюш, зато ротик не будет вонять. Она, кстати, этим в последнее время страдает. А нижние? Нижние тоже нужно. Вообще есть там нижние у нее? Ой, какие желтые. Помните, давно-давно, вот еще зимой, мы ходили в салон красоты. Вот, там почистили, знаете, какие зубы? Ну, профессионально. И они были реально белого цвета. Давайте напомним, мама, как это было. Какие белые зубы. Пойдем, все, не злись. Видели, да? А теперь такие желтушные. А чем пахнет она? Сейчас понюхаю, подожди. Ну, пахнет как человеческая паста, но не так прям ярко выражена. Еще чуть-чуть. Фанюш, потерпи, пожалуйста. Все, не дает. Вы поняли, да, что это наш последний раз, когда мы чистим ей зубы, потому что так было с когтями. Сами мы не можем ей когти постричь, потому что она не дает, вырывается, а это страшно. А внутреннюю почистил часть, да? Вот гремлин. Смотрите, какая опасная. Не знаю, а сколько у собак должно быть зубов? 24? Если у человека 36? Все, обиделась. Да, Фандю, да. Ну что, проверим свежесть дыхания Фандюшкина. Да, неплохо, неплохо. Теперь даже можно целовать ее. Всем пока-пока, мои